Здравствуйте, меня зовут Александр, вы на канале DP Labs. Сегодня я вам хочу рассказать о подготовке двигателя к тестированию на мощностном стенде. Так как у нас мотор-колесо, там нету вала и снять мощность просто не с чего. Как вообще выглядит стенд? То есть там стоит сенсор с валом, которому нужно через муфту подключить другой вал и с него уже снимать мощность. В мотор-колесе такого в принципе нету. Чтобы решить эту задачу, мы решили изобрести такой переходник импровизированный. Для этого мы использовали цепную передачу, то есть две шестеренки, одна на мотор-колесе, другая на валу, и уже этот вал подключается через муфту к сенсору. Все довольно просто. Чтобы сделать это максимально быстро и просто, я решил использовать лазерную резку для основной конструкции, то есть все выполнено из листа пятерки. И некоторые элементы, такие как крепление подшипников, вот такие вот переходники, я просто отфрезеровал из дюрали. Сами звезды тоже из стали пятерки, также порезаны на лазером. Потом под токарную обработку для правильной формы зубьев. Вот такая вот конструкция, тут натяжитель, не знаю, насколько он вообще будет работать. Я, честно, с цепной передачей до этого не работал. Надеюсь, все получится. Помимо самого двигателя в испытаниях будут участвовать еще другие элементы. Это аккумулятор, контроллер и ручка газа, которой будем управлять. Первое — это аккумулятор. Вот, это свежая сборка на новый самокат. В нем используются вот такие вот элементы. Это литий-ион с NMC катодом. Конкретно эти элементы имеют емкость 80 ампер-часов. Всего сборка 22 элемента, то есть 22S. Если не ошибаюсь, это примерно 6,5 киловатт-часа. Если ошибаюсь, в комментариях меня, конечно же, поправят. Данный аккумулятор собран для самоката прям с запасом. Может отдавать без проблем 300 ампер. Вот, что для того же самоката это буквально несколько секунд во время разгона. Также его можно очень быстро заряжать. Он поддерживает ток зарядки 1C, то есть его можно зарядить в течение часа. Теперь подробнее про контроллеры. Я решил на стенде сразу же сделать небольшое сравнение. У меня есть два контроллера. Один, который используется на самокате, и контроллер довольно распространенный, который используется на всяком другом электротранспорте, в том числе на титановой кибитке. Она даже разгоняется. Hello, братьям по разуму! На дискотеку едем. У нас есть Kelly, китайский контроллер, модель KLS 72701 на 72 вольта, 700 ампер фазного. И второй контроллер, который используется на самокате, это отечественный производитель Ядреная электроника. Контроллер мощностью пиковой 27 киловатт, номинальная мощность 10 киловатт. Здесь максимальный фазный ток всего лишь 500 ампер, батарейный ток 300 ампер. Подробную спецификацию на Kelly я не нашел. К сожалению, кроме 700 ампер фазного тока, других у меня характеристик нет. 700 ампер фазного тока — это кратковременно, что он может выдать, судя по спецификации, всего лишь на 20 секунд, а долговременно он может выдавать 280 ампер. Этот контроллер весит 100 кг, а этот контроллер больше 5 килограмм. Немного подробнее про ядреный контроллер. Он полностью герметичен, залит компаундом и совершенно не боится влаги. С торца у него выход на фазные провода плюс-минус, выход на датчики холла и на термодатчик. И еще один провод подключается к дисплею. Вот, тут всего 5 проводов. Обмен информацией происходит по CAN-шине. Вот это такой вот замечательный дисплей.
с которого происходит управление и настройка контроллером. Также на дисплее отображается вся необходимая информация, скорость, заряд батареи, остаток пробега и все прочее. Вот эта вот штуковина, можно ее также докупить в комплект контроллеру. Это плата расширения Microlight. Она позволяет управлять всякими разными потребителями, светотехникой, стоп-сигналами, фарами. Я с нее как раз управляю стоп-сигналами, фарами и помпой охлаждения. Она подключается по CAN-шине точно так же к контроллеру. Вот, и вся настройка происходит с этого дисплея. Вот, на плате есть несколько силовых выходов, которыми, собственно, и можно управлять. То есть к дисплею можно как эти кнопки запрограммировать на управление, так и подключить кучу разных других кнопок, что я, собственно, и планирую сделать. Вот, и на них уже запрограммировать абсолютно любые функции, то есть все кнопки, они программируемые. Для управления двигателем я буду использовать ручку газа своего производства. Я взял просто готовую со склада от самоката. Вот, у нас, к сожалению, готовых курков не было. Вот, ну, точнее, прям с отполированных. Вот, я взял еще не отполированный, в него вставил всю начинку. Почему мы делаем самостоятельно, в том числе курки газа с блоками кнопок? Просто для сравнения покажу китайский. Все, что я пытался там найти готовое, ну, сводится примерно вот к одному принципу. Это вот такая вот пластиковая штука без подшипника. Чисто на смазке пластик трется по пластику. Когда на аппарате очень много мощности, хочется прям максимально точно управлять, ну, дозировать усилия. Для этого мне захотелось поставить качественный подшипник, чтобы все было прям очень плавно и точно. Грипса, естественно, стандартная, а все вот углы относительно вот этого выступа к ручке газа я уже рассчитывал под себя, чтобы было удобно мне. Чем сильнее нажимаешь, тем крепче хват. И почему мне нравится, собственно, курок газа, потому что в нем прям при абсолютно любом положении кисти всегда можно максимально точно дозировать крутящий момент. Я хочу подключить ручку газа с кнопками к дисплею, сам дисплей к контроллеру, а контроллер непосредственно к батарее. Произвести первоначальную настройку ручки газа и залить новую прошивку в контроллер. Я сейчас зашел на сайт производителя, оказывается, 7 мая вышла свежая. Так, берем дисплей, ручку газа, подключаем вначале ручку газа, сам курок. Отдельно идет кнопка включения. Тут получается один минус и 3 сигнальных. По идее, можно минус вообще с ручки газа взять, и еще один провод будет лишний. Сейчас я хочу соединить контроллер с аккумулятором, чтобы его запитать, чтобы произвести настройку. Так, вначале беру минусовую клемму и просто ее соединяю винтиком. Тут напряжения никакого нету, поэтому я смело вообще соединяю. Так, плюс на всякий случай изолируем. Ну, тут далеко друг от друга все лежит, так что замкнуть что-то довольно сложно. Соединяем между собой ячейки. Так, плюс с этой на минус к этой. Так, и этот с этим. Так, сейчас контроллер давно не включался, скорее всего, с момента производства, поэтому сейчас пробежит искра в момент зарядки конденсаторов. Во, это было серьезно. Итак, включится ли контроллер? О, заработал. Аккумулятор 87,3 вольта. Так, температура контроллера 23 градуса. Термодатчик не подключен. Это показывать будет температуру двигателя. Так, ну, собственно, все. Сейчас можно посмотреть ручку газа. Так, где она у нас? Так, вот, вольтаж ручки газа 0,87 вольта.
Нажимаем. Вольтаж меняется. Ручка газа работает. Так, сейчас я хочу проверить кнопки. Так, вот тут вот и IO1 и IO2 состояние 0. То есть кнопки выключены. Так, ага, вот это у нас вторая, вот это первая. Есть, кнопки работают. Так, кнопка включения. Кнопка включения тоже работает. Я уже заранее закачал прошивку на карту microSD. В дисплее есть специальный порт. Вот, я сейчас просто вставлю флешку и проведу процесс прошивки. Заходим в устройство. У нас тут только один контроллер. Их можно подключить несколько. Так, настройка. Блин, не туда нажал. Так, настройки и обновления. Обновить прошивку. Ну все, я в принципе все подключил, контроллер перепрошил, ручку газа проверил то, что она работает. Дальше можно подключать все к двигателю, ну вообще заниматься механической частью. Дальше Алексей расскажет все более внятно и понятно. Всем привет, меня зовут Алексей, и сегодня я расскажу вам, как устроена механическая часть нашего привода для стенда. Звезды и несущую раму изготовили на лазере. Звезды потом проточил на токарном станке, придал им определенный скос и напильником обработал все острые грани на вот этой и на вот этой звезде. Далее изготовил ось на токарном станке, изготовил втулку, к которой непосредственно крепится звезда. Втулка сюда запрессована на прессе, и сквозь вал и втулку просверлено отверстие и нарезана резьба в оси и притянута двумя винтами. Потом с Сашей на фрезерном станке изготовил посадочные крепления для подшипников, в которые запрессовали подшипники, и потом в подшипники запрессовали ось. Для более надежной фиксации оси в подшипнике была проточена канавка под стопорное кольцо и установлено стопорное кольцо с двух сторон. Здесь точно так же. Потом вся эта рама была собрана, сварена. Изготовлены также на фрезерном станке специальные обжимы, которые надеваются на рычаг нашего самоката и притягиваются сверху еще пластиной. Звезда, которая будет установлена на двигатель, мы ее закрепляем в месте крепления. Здесь вот должна крышечка быть. За место крышечки мы ее сняли и устанавливаем сюда звезду. Сейчас покажу, как она туда встает. Вот так звезда встает, притягивается на винты. Все, и потом все в сборе ставится уже на самокат. Натяжитель цепи. Также на фрезерном станке была изготовлена основная часть натяжителя. В нее впрессованы два шарика подшипника. И на токарном станке изготовлена ось. В оси также сделаны специальные канавки под стопорные кольца, чтобы эта ось плотно сидела и никуда не смещалась в подшипниках. И также на фрезерном станке была изготовлена звездочка натяжителя. И потом на токарном также обработана и скруглена. Вот. Натяжитель устанавливается вот сюда, вот так, таким вот образом, подпирая цепь. Вот так вот, раз, у него здесь вот есть ход, он поджимает. Вот. Ну, взяли стандартную цепь H520H и на основании
этой цепи уже были спроектированы все звездочки и звездочки натяжителя. Я немного не предусмотрел, как мы это все будем собирать, вот, поэтому мы сейчас 4 руки пытаемся все это дело уже в сборе насандалить на самокат. Вот, вроде более-менее получилось сейчас колесо накинуть с помощью молотка и такой-то матери. Вот, сейчас уже финальный момент. Вот, я до конца хочу забить двигатель. Тут у нас посадка везде вот такая вот прям надежная. Вот, сейчас вставим заглушечки. Все, давай, да, давай забегаем. Собрали колесо вместе с осью, которая будет прикреплена через муфту к валу с датчика стенда. Значит, что мы тут использовали? Сделали натяжитель цепи, выставили соосность звезд. Расскажу про натяжитель цепи, который имеет вот такой ход и поджимается сверху винтом. Вот. И тем самым можно создать нужный момент натяжки цепи. Сделали ось с двух сторон посадки под муфты, чтобы можно было и с этой стороны прикрепить к стенду и с этой стороны. Подключаю провод питания к блоку питания, который будет, соответственно, запитывать нашу помпу, которая установлена в самокате. Вот. То есть берем помпу, вот наша помпа, вот от нее выходные провода, вот помпа. Оп. Берем для наглядности поролон. Так, в общем, система такая. Подключаем. Подключаем помпу. Опа. Все, помпа завелась. Суть какая? У нас система сделана. Значит, помпа выкачивает из расширительного бачка жидкость, толкает его в двигатель. Из двигателя потом в деку. Короче, есть вопросы еще к нашей системе охлаждения, нужно поэкспериментировать. Что здесь происходит? Ничего не нормально. Окей, мы все принесли уже поближе к стенду, установили самокат горизонтально, чтобы можно было его нормально притянуть и не было никаких перекосов. Сейчас я буду подключать аккумулятор к контроллеру и с контроллера уже к двигателю, вот, и ручку газа, там, дисплею, короче, все вместе. Все это буду собирать. Начнем мы с того, что подключим контроллер к питанию, плюс и минус. Тут везде вот такие клеммы. Так как этот стенд, я просто на винтик прикручу и термоусадочкой закрою, чтобы случайно не закоротить. Мы подключили плюс-минус фазные провода. Сейчас я подключаю датчики холла и термодатчик. Вот 6 проводов. Так, и подключаю контроллер к дисплею. Все, подключение контроллера закончилось. Сейчас я подключу ручку газа. Тут у нас получается вот это вот с курка газа, плюс-минус и сигнальный. А это кнопки. То есть получается минус и 3 контактных провода. Удобно, на дисплее все подписано. Ошибиться тяжело. Это кнопка включения выносная. Это дополнительные 2 кнопки. Все кнопки программируемые, так что мне их надо просто подключить, а функции я уже настрою, какие мне нужно. Так, и ручка газа. Так, ответственный момент. Все подключили и подключаем питание. Так, сейчас главное не перепутать.
Так, сейчас заряжаться будут конденсаторы, возможно, будет искра. Итак, включаем. Батарейка почти заряжена. Температура контроллера 21 градус, температура двигателя 22 градуса. Термодатчик работает. Это хорошо. Нам нужно настроить в начале контроллер, чтобы он правильно работал. Первым делом зайдем в режим батарея. Так, максимальный у нас заряд 92,4. Так, минимальный поставим 66. У нас аккумулятор 22S. Так, заряд макс, зарядка максимум у нас будет 80 ампер. А разряд поставим на максимум. Аккумулятор позволяет, сколько он? 400. Так, мощность мы не настраиваем. Так, далее настройки мотора. Так, термодатчик. Температуру максимальную мы поставим на 100 градусов. А дельта — это с какой температуры начнется понижение мощности. Я поставлю дельту 15 градусов. При достижении 85 градусов контроллер начнет резать мощность. Пар полюсов у меня 15. Режим управления. Какие у нас тут вообще есть? Трапеция, отключен. И зарядник. Нам нужно синусная. Фазный ток мы поставим на максимум. Батарейный тоже ставим на максимум. Так, а скорость мы ограничим 20%. И с этого начнем тестирование. Так, начинаем автоматическую настройку двигателя. Пишет ОК.